Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры, и здороваться я с вами буду два раза. Неделю назад я таким образом тестировал смартфон, сейчас мы будем его топить. Flip 5 и влетел на 60 тысяч рублей. Восстановлению пока не подлежит, вариантов пока нет. А гарантии здесь тоже. 4К 60 FPS. Насколько это разумно? Не насколько. Почему? Потому что даже находясь в Китае, вполне возможно, вас пошлют лесом с попыткой доказать, что вы топили, это было не зря, и это все из-за воды. Поэтому я сильно его мучить не буду, так как все-таки у меня свежо внутри минус 70к. Из смартфонов, которые у меня за последние 3 года утонули, а я тестировал, наверное, модели 300, утонул только iPhone 14 Pro, притом он был восстановлен. А вот Flip 5 без перспективы пока. Вот баланс белого вы видели, да? То есть я его поднимаю, хопа, он долго перестраивается. Вы еще скажете, ты его из бассейна достала, еще претензии какие-то. Да, должны быть претензии. Микрофон заблокирован. Надеюсь, будет работать. Расскажу в ролике. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Здесь только подробные обзоры и долгие стримы с человеческим лицом. И сегодня я расскажу вам о смартфоне, который вы все ждали, как и я. Это Xiaomi 14. Правда, ждал я его чуть-чуть позже, но как процессор на Gen 3 у нас Qualcomm-овский вышел, так они и решили запилить новый смарт. Что здесь получилось свежего и того, чего лично я не ожидал, и что меня нереально радует? Первое, появилась 4К 60 FPS на фронтальной камере, и это дорогого стоит. Разумеется, осталась защита от влаги. Они прибавили практически 25% мощности в баллах в Antutu. Понятно, что вы скажете, а где это использовать? А много где. Но в то же время оболочка у них стала новая. По большому счету она ничем не отличается сейчас внешне от яблочной. Если говорить о каких-то новых физических штуках, у нас появился здесь направленный микрофон вместе с инфракрасным портом, и все это внутри вот этого блока. Если говорить о физических каких-то решениях, мне не нравятся вот здесь порожки у них между, получается, крышкой и у камер. И вполне возможно, там будет со временем забиваться грязь. И по характеристикам здесь полный фарш. Спойлер, я тестирую смартфоны, понятно, что в жарких условиях, поэтому по просьбе подписчиков запихиваю смарты в морозилку. Этот я запихивал. Но самое интересное, сколько обзоров не посмотрел, я почему-то не у всех видел, чтобы запотевание камер, у кого-то оно было именно в модулях. Они показывают видео, я тоже показывал, как можно сделать видео с запотеющими камерами, когда они у тебя не потеют. Все очень просто, они инеем покрываются. Так вот, у меня после морозилки здесь не появилось никакой влаги. Я делаю обзор, получается, после того, как я купил его на Алиэкспрессе, он мне долго шел, распаковал, уже сделал 2 обзора на лайв-канале в игре в PUBG, плюс еще обзор одним кадром, где я хожу со смартфоном и 10 минут снимаю. У него есть определенные недостатки по съемке, у него есть определенные недостатки в играх, у него есть определенные недостатки в использовании. Но в каких моментах с ним все хорошо? Он быстро разряжается, у него и беспроводная зарядка на 50 Вт, и реверсивная зарядка, и обычная зарядка в комплекте на 90 Вт. Помимо этого, у него из плюсов, разумеется, защита от влаги. Камеры у него все на 50 мегапикселей, все 3 модуля, что телефото, что основной сенсор, что ультраширик. По большому счету допилили они так думают, Xiaomi 13 по яркости. Яркость в играх он не сбрасывает, и я бы на вашем месте обратил на него внимание. Смотрим. Распаковка. Поставляется китайская версия Xiaomi 14 в стандартной для Xiaomi упаковке. Выглядит она хорошо, пакинг неплохой. В комплекте мы имеем сам смартфон с защитной пленкой, с отличной олеофобкой, к слову. Я не сразу понял, что здесь защитная пленка. Ключ для извлечения слота под сим-карту, краткое руководство, силиконовый чехол, кабель с USB-A на USB-C, блок питания на 90 Вт с китайской вилкой. Весит смартфон без чехла 188 граммов, а габариты составляют 152 на 71 на 8,5 мм. Но ощущается он по какой-то причине тонким, потому что блок камер очень грамотно сделан ступенькой. Хотя это с одной стороны, по мне для грязи как раз не самое выгодное решение. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого еще iPhone 15 разыгрывается. Если набьем 5000 лайков, учитывая динамику в ролике по ссылке в описании, я думаю, до Нового года мы справимся. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону, на который, к слову, повторяю, что у меня уже было 2 обзора на лайв-канале. Приобрести Xiaomi 14 можно в зеленой, белой, черной и розовой расцветке корпуса. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка металлическая. Сборка хорошая, как и качество материалов. Смартфон имеет водонепроницаемость класса IP68. После моих
моих тестов на водонепроницаемость Smart не погиб, что радует, в отличие от iPhone 14 Pro когда-то и в отличие от Samsung Flip Z5 недавно. Он тоже погиб. Дизайн смартфона практически такой же, как у прошлой модели, только блок камер слегка отличается. Ко всему он стал больше и выпирает намного значительнее. Несмотря на это, эргономика смартфона хорошая, в руке как с чехлом, так и без него. Он лежит удобно, пользоваться одной рукой можно и довольно комфортно. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости. Люфт у кнопок, кстати, есть, притом у качели регулировки громкости довольно приличный. Разъем USB Type-C от OG версии 3.2 Gen 1, что нереально круто. Прям как свежий воздух. Хорошо, что яблоки это сделали и, соответственно, все начали копировать. Почти все, кто успел. Микрофоны, стереодинамики с качественным звучанием, но стерео неполноценное. В настройках есть предустановки звучания и кастомный эквалайзер. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый. Bluetooth аудиокодеков достаточно. На экране вы можете наблюдать список поддерживаемых кодеков. По поводу вибро хочу отметить, что видал я и получше, и помощнее. То есть по мне мощности здесь чуть-чуть не хватает. AK-порт стандартно для Xiaomi в наличии, но не в верхнем торце смартфона, а в блоке камер. И на использование в горизонтальном положении смартфона, управление бытовой техникой, это решение никак не повлияло. Все так и работает хорошо. По поводу динамиков хочу отметить, что они достаточно громкие, звучание приятное, но есть ощущение все равно полуторки, пусть и не полное, потому что разговорный динамик чуть-чуть все-таки тише, и направление звука у него другое. Это чистая физика, они ее не обойдут. И плюс при максимальной громкости есть вибрация верхней части крышки. Не критичная, но ощущается. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем от TCL на 6,38 дюйма с разрешением 2670 на 1200 пикселей и технологией LTPO. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Можно настраивать герцовку для каждого приложения отдельно, при том, что принудительная герцовка работает, к сожалению, не везде. Рамки не громадные, но визуально, если сравнивать с рамками у Xiaomi 13, разницы нет. Зато если с iPhone 15, разница просто огромная. Плотность пикселей 460 ppi, это круто. Яркость до 3000 нит, но только в режиме HDR, и в пике по факту это 3000 нит вы не увидите во время повседневного использования. Здесь яркость чуть меньше, чем Poco F5 Pro в обычном сценарии при максимальной яркости. Автояркость работает быстро и корректно, стоковая цветопередача с теплым оттенком, цвета не перекрученные, что, как по мне, хорошо. Ко всему, цветопередачу можно персонализировать под свои предпочтения. Кто-то видит под какими-то углами там какой-то синий цвет. Кстати, сразу скажу по поводу запотевания. Тестировал, никаких запотеваний нет. 30 минут он у меня провел в морозилке в режиме съемки. Вытащил, он был запотевший, но запотевшее было только стекло снаружи, но не сенсор внутри. Тест на дискретизацию касаний выдал средний результат. Мультитач, конечно же, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. И играть в него приятно. То есть, когда я гонял в PUBG, все было хорошо, как в других играх. Никаких ложных каких-то срабатываний, либо чтобы палец слетал. Вообще, прямые грани, спасибо яблокам за то, что все их копируют теперь, и нет никаких водопадов. Хотя есть люди, которым больше нравятся водопады. Яркость он практически не сбрасывал во время теста в Твиче. Посмотрите, ознакомьтесь. DC-диминг на борту, показатели шима без него выше 50%, даже 40% не поднимаются. С DC-димингом шим находится в районе 20%. Результат далеко не идеальный, и людям, которые чувствительны к шиму, стоит обратить на это внимание. Полноценный Always On дисплей в наличии, никакого обрезанного. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознавания лица и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает так же, как и в прошлой модели, притом разблокировка по лицу происходит всегда, быстро, моментально и без проблем. Но, как вы знаете, здесь она менее безопасна. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, плюс 25% мощности, максимальная частота которого 3,3 ГГц, графический процессор уже новый, тоже Adreno 750, операционная система HyperOS на базе Android 14 версия, разумеется, обновления еще будут прилетать. Русского языка на борту нет, что неудивительно, так как это китайская версия данной модели. Но это все лечится, разумеется, за деньги. Система работает хорошо, по большому счету это слегка обновленная MIUI OS, но с другим дизайном. Да, добавили некоторых функций, но, как по мне, на данный момент заострять на них не стоит внимания вообще. Операционная система LPDDR5X и доступна на выбор 8, 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 версии, поддержка 5G сетей, которая не для всех актуальна, но хорошо, что она есть. В китайской версии для 4G бенда 7 и 20 отсутствует, как и нет поддержки eSIM, но в глобальной версии она однозначно будет. Правда, в китайской версии я напоминаю, что здесь есть возможность записывать разговор с собеседником без уведомления собеседника о начале записи, а в глобальной версии такого, разумеется, не будет. И следующий еще момент. Датчик приближения отрабатывает отлично. Bluetooth версии 5.4 NFC поддерживается, можно установить MirPay и оплачивать покупки NFC модулем.
GPS-тест показывает точность 3 метра в городских условиях, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 4610 мАч, в PC-марке он выдал 9 часов 37 минут, Work Performance смартфон выдал 16 тысяч, это просто космос. При том, что это все было на максимальной герцовке и максимальной яркости, также беспроводная зарядка до 50 Вт и реверсивная. Можете наушники свои заряжать. Заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания на 90 Вт за 49 минут. Если включить функцию быстрой зарядки, он будет заряжаться за 37 минут. Но вот это вот подключение отдельно Hyper Boost, притом он должен быть, этот смартфон, включен обязательно. Вы не должны забыть его выключить. И опять же 37 минут с нуля. То есть он полностью разряжен. Вы на заряде его подключаете. Это лучшее время, которое он у меня показал. Если ничего не подключаете с выключенным телефоном, то будет 49. При просмотре роликов на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi в среднем уходит 5% заряда. В играх с одновременным стримингом на Твиче за 1 час в среднем уходит 23% заряда. Притом там, разумеется, было в 90 FPS, высокая графика и все остальные прелести. Яркость смартфон практически не сбросил, нагрев был ощущаемый. Играть комфортно, показал себя смарт отлично. За глаза и за уши вам будет этой яркости. Перейдем же к тестам. В тротлинг-тесте 398 гипсов минимально, максимально 535 гипсов, в среднем 447 гипсов. На 100 потоках при 60 минутах это прям очень круто. Сколько он выбивает в Geekbench вы видите, сколько выбивает в 3D Mark вы видите. Но по поводу 3D Mark я хочу отметить, обратите внимание на стабильность. Она здесь не космос у процессора. Мы привыкли к другому от Qualcomm, но ладно, они побежали за мощностью, потому что в Antutu Smart выдает 1 959 000 попугаев и тратит всего 11% заряда. С одной стороны это очень много, с другой стороны мы понимаем, что прирост 25% просто так не дается. Storage тест показал результат в 157 000 попугаев, и результаты стресс-теста вы можете наблюдать на экране. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров, вспышки и направленного микрофона. Основной сенсор Samsung Light Hunter 900 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертурой 1.6 и лазерной автофокусировкой. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 115 градусов и апертурой 2.2, но без автофокуса, и телеобъектив Samsung S5 KGN1 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием в 75 мм. Оптической стабилизацией и апертурой 2.2. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS, 4К 60 FPS и ниже. 4К 120 FPS отсутствует. Цифровая стабилизация также на борту, как оптический зум 3.2 вместе с цифровым. В стоке много различных режимов, вспомогательных функций. Фронтальный сенсор здесь OmniVision на 32 мегапикселя. Находится он в верхней части экрана по центру, и максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS. Ура! Наконец-то Xiaomi про это вспомнили. Ограничения про видеосъемки нет, перегревания не обнаружил при длительной видеосъемке. Отличное качество фото и видеосъемки по сравнению с прошлой моделью Xiaomi 13. Не особо значительное для обыкновенного пользователя, но заметное. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 60 FPS, съемка с 2 рук, ночь. И да, здесь кабельное хозяйство, я напоминаю, прям очень опасно находится. И все, кто думает, что от этого никто не погибает, погибают. Камера протерта, давайте еще раз попробуем. 4К 60 FPS и такое вот веселье здесь, как вы думаете, где? В храме, внутри прямо. Притом в какие-то места здесь не пускают, даже если у тебя шорты, а в других устраивают вот такие вот а-ля ярмарки. И параллельно с этим веселительные штуки. Очень интересно выглядит. Но это не важно. Важно, что iPhone 15 воюет по основному модулю с Xiaomi 14. И вот так примерно это получается у него. Хорошо или плохо решать вам. Ну вот, в целом, ради чего я сюда шел. Для того, чтобы показать один из ритуалов, который также можно снимать. Никто здесь не обидится, и показывать. Для того, чтобы правильно приобщаться к культуре, 2, вот смотрите, он уже вытянул. Ага, вот в таком положении Xiaomi не может вытянуть из освещения белую фигуру. То есть ему нужен определенный угол. Притом яблоко может при любом раскладе вытянуть. Вот так все это выглядит. Очень классно. Зато вот все, что увидел, теперь хочется сюда прийти еще раз. Потому что уже интересно. Во-первых, рынок очень дешевый. Во-вторых, народ улыбается. И как-то общее ощущение праздника присутствует. Никто никого не проклинает. Вот. В целом... Что же, фокус на фигурках, 4К 60 FPS. И вот так вы сможете снимать на iPhone 15 и на Xiaomi 14. Потом Xiaomi 14
Фокус поймал лучше у зданий. То есть, если я сейчас буду переходить, я не знаю, почему автомат не включается у яблока. Сейчас еще раз пробуем, что с яблоком, допустим, что с фокусом. Это, наверное, потому что я вручную сработал. И сначала я вручную настраивал, получается, фокус на яблоке. Вот, теперь уже у нас Xiaomi долго думает. А теперь, если не вручную, а в автомате, они плюс-минус... Нет, не одинаковые они. Вот о чем я говорю. Это я не радуюсь. Это я с радостью бы перешел с смартфона за 140 тысяч рублей на смартфон за 60, который называется флагманом, если бы с автофокусом все было всегда так же волшебно. Это хочу отметить самый дешевый вариант яблока. У яблока еще можно выходить на ультрашире в 4К 60 FPS. Вот она разница в 4К 60 FPS на фронталке получается, если в помещении без дополнительного освещения и на улице. И там 4К 60 FPS. Как говорится, все понятно без слов, правда? Сейчас кто-нибудь напишет, что экспозиция у яблока и скинтон тоже не хороши. Или кто-то не напишет. 4К 60 FPS, все протерто, но в линзах ничего не видно. Нет, это он так работает со светом. То есть ему не нравится свет, и у него появляется дымка. Очень странные дела. Вообще, если бы не игра с экспозицией, камера была бы максимально достойна. Хотя, понятно, по автофокусу она проигрывает еще по многим другим параметрам. Штатный 4К 60 FPS. Вот в таких обычных условиях, простых, не такая огромная разница. Хотя это смотря как смотреть, опять же, да? Ну и последнее сравнение в лучах уходящего солнца. iPhone 15 против Xiaomi 14. И iPhone 15, конечно, поменьше по размеру, значительно. 4К 60 FPS, ночь, 15 iPhone против Xiaomi 14. Уже получается обновленного несколько раз. Штаб новый здесь уже прилетали. И по идее камера должна работать волшебно, как и стабилизация. Что мы и пытаемся выяснить и решить. Ну и та же история в помещении. Вот так, любители камер. Кстати, встречаю в последнее время у перекупов очень много людей, которым нужны камеры. И они прям в RAW формате снимают все. И потом красят. А вы знаете почему? Я спрашиваю, ну потому что нет айфона. Потому что Android дешевле. А в яблоке автофокус и прыжки экспозиции позволяют снимать без всего этого. Говорю как блогер, который снимает на яблоко, не пиарю его, но просто если ваша профессия съемка, то послушайте меня чуть-чуть и посмотрите. Может быть, стоит что-то старое купить. Ну что, напоминаю, что все фотографии, даже эти, можно скачать у меня в личном телеграме. Посмотрите как раз их характеристики. Сейчас мы будем сравнивать фронталку и основные модули и все остальное. Вот у нас яблоко, апертура 1.9 у фронталки. Вот у нас Xiaomi, апертура 2.0. И, разумеется, если вы будете рассматривать снимки по отдельности, вам покажется, о, Xiaomi молодец, и цвет кожи нормальный, и все остальное, и моложе на лет 5. А здесь вам все не понравится. Но вот такой я. И цвета здесь правильные. И вырезал iPhone не так волшебно волосы, кстати. Но в целом деталей намного больше. Цвет лица передан правильно. Цвет рубашки, по большому счету, ни тот, ни другой смартфон, кстати, не смог передать нормально. Но вот так. Тем, кто хочет, чтобы я снимал на яблоке в RAW формате и все остальное, снимайте сами, потому что мне проще в автомате снимать. И большинство пользователей так делать и будет. Сейчас мы можем сравнить ночную фотографию на iPhone и ночную фотографию на Xiaomi. Притом на Xiaomi я делал ночную фотографию в режиме ночь, а вот на iPhone я не помню, по-моему, тоже. И Xiaomi выдала апертуру 1.6, ISO-шку 320. Посмотрим, что нам предложил iPhone.
iPhone. Сразу хочу сказать, у меня Xiaomi снимает быстро. Я не знаю, тоже, наверное, с прошивками допилили относительно блогеров, которые получали смартфон раньше и делали обзоры. У них смартфоны тормозили при фотосъемке, у меня такого не было. Со светом, разумеется, лучше отрабатывает сенсор у Яблока. Но по фото, повторяюсь, что Xiaomi, скорее всего, будет все допиливать. У них еще есть месяц-другой, в глобалке увидим, мне кажется, другую историю. Это, кстати, лучшая фотография, которая у меня получилась у Xiaomi против солнца. Все остальное было вообще белым-бело, апертура 2.0, и вот так молодо вы сможете на Xiaomi выглядеть. И повторяюсь, что все улучшалки отключены и там, и там. И разница, конечно, в каком-то смысле для кого-то будет позитивно колоссальная, для меня негативно колоссальная, потому что вроде бы сенсор хороший, процессор мощь, операционку допилили, но фото на фронталке даже сравнивать нечего. Это как мультяшная штука. Опять же, сама по себе фотография хорошая, просто-напросто в сравнении с самым убогим смартфоном от Яблока в линейке. Я понимаю, что лучше бы я андроиды сравнивал, и всем бы было приятнее, но давайте будем объективны. Они же все время в рекламе Яблоко упоминают. Вот это даже не прошка. И, как говорится, давайте без ложных иллюзий. Это, опять же, Яблоко у нас, только теперь слева апертура 1.6 ISO 320, справа у нас Xiaomi апертура 1.6 ISO 400. И что я могу сказать? Первое. Если, допустим, ближе приближать эти фрукты, то, конечно, Яблоко почему-то выигрывает. Повторяюсь, вот это вот как раз история про Ромео и Джульетту, которые все говорят, ну, Яблоко в видео выигрывает, а фото вот ее все делают. Кто все? То есть вот одни и те же руки, один и тот же объект. Нигде там ни штативы, разумеется, не ставил, ничего у меня не смазано, не передергано. Где Xiaomi прям уделывает по полной программе Яблоко, притом цвет вот такой был. Цвет корректный у Яблока. Может быть, где-то в других сценариях использования, но, говорю, ночью лучше всего. Ночью, вечером и сложно объекты сравнивать. Вот очередные одинаковые условия. И здесь Яблоко слева. Если смотреть на машину, на эту, все очень плохо. На машину справа чуть-чуть лучше у Xiaomi. Но если смотреть на надпись Dental Center, как вы видите, шумов меньше у Яблока. И то, и другое не является идеальной фотографией, и то, и другое ни в каких режимах спорт не использовалось. То есть это вот просто ночью достал и сфотографировал, как большинство, кстати, и будут делать. И в целом, ну, допустим, надпись, давайте сравним по деталям. Здесь читаемо, здесь можно тоже читать, но вы, в общем, поняли, да? Расстояние одно и то же, модуль один и тот же. И не хочется мне повторять, как я говорил в видео про баланс белого. Если вы берете отдельно снимок, допустим, на тоже Xiaomi апертура 1.6 ISO 50, какой-нибудь несложный объект, ну классно, вот. Ну, чуть-чуть здесь, видите, по границе замылено. Но в целом ощущение от снимка, что он классный. Нет у меня претензий к этому смартфону. Хороший такой, неплохой камерафон. Будем сейчас смотреть потом 14 Pro. И опять фудблогинг 4К 60 FPS. Жаль, нельзя на ультраширик переключать. Но хватит ли вам этого смартфона? Я думаю, хватит, потому что здесь нет никакого особого освещения. То есть сейчас освещение просто домашнее. Вот так. 4К 60 FPS, 250 рублей, такая прелесть в декабре. И она в горах у них растет. И вот сейчас без сравнения, смотрите, как красиво, когда ты на один смартфон снимаешь, и все волшебно, и кажется, что и лучшего стаба не бывает, и лучше работы со светом не бывает, и вообще ничего лучшего не бывает. Но, ну вы поняли. И то же самое касается фронталки. Когда снимаешь только на нее, в принципе, все более чем достойно, правильно? Да я даже больше скажу, не более чем, а все максимально достойно. Сказать, что что-то недостойно, я не могу. Основной модуль может снимать в 4К 30 FPS с HDR, но сейчас вы видите 4К 60 FPS без HDR, лифт и цвет он передает неправильно, цвет света, потому что он здесь теплый, с желтым, но большинству как раз это понравится. Почему? Потому что народ по какой-то причине ругается, что смартфоны передают реальное освещение. Также цвет лица у меня, соответственно, другой, потому что на меня падает этот цвет, но все хорошо. Единственное, нельзя переводить на себя на фронталку, то есть нет кнопочки, как у Samsung. Ну и продолжение банкета, 4К 60 FPS, фронталка, а вот с ней, хотя 4К 60 FPS, не все так хорошо, и можно говорить, что можно параллельно делать фотографию, можно ставить на паузу, но она, разумеется, и по сенсору в основном модуле проигрывает. Так что есть к чему стремиться, помимо того, чтобы сделать все титановое и стащить оболочку.
Но ощущений у меня негативных нет относительно этого смартфона. Ctrl-C, Ctrl-V фактически как и 13. Пока все положительно. Понятно, что где-то перегрев, понятно, что есть какие-то мелкие недочеты, но по камере очень даже неплохо. Но 4К 60 FPS, и с этого 4К 60 FPS, к сожалению, на ультраширик не переключиться. Мне очень нравится, что я когда делаю вот так, в каком-то положении он пишет мне, что микрофон заблокирован, и что я должен его открыть. Я первый раз такое вижу. И это прям очень классно. Вот так сможете снимать. В принципе. Напоминаю, что все ролики на 99% сняты на яблочные смарты, на 15 Pro у моего оператора Игоря и на 15 Pro Max у меня. К слову, разумеется, снимать намного удобнее на 15 Pro Max. И сейчас то, что я вижу на камере, вживую я вижу в раз 10 больше. Я не знаю, в чем причина. Если попробовать ползунок яркости выгрузить. Нет, не важно ему вообще, как освещение оставлю. Почему-то я вижу меньше. Обычно я вижу больше на смартах. Фронталка в 1080p сейчас с подсветкой. Самое интересное, когда ты выставляешь подсветку экрана для фронталки, он сбрасывает с 4К 60 FPS на 1080p 30 FPS. 4К 60 FPS, довольно хорошее освещение, рассеянный такой свет отсутствует. То есть у нас здесь, видите, сколько солнца. При том, что солнца немного. Жаль, что я не могу показать. Вот я могу вот так показать. Смотрите, без меня он справляется великолепно. Но примерно так приоритет лица делает не только этот смартфон, и это, наверное, и неплохо. Можно параллельно снимать. Так, сейчас я буду делать глупые вещи. А конкретно буду кататься на байке и параллельно снимать. Так, ну что, такие штуки, разумеется, не повторяю. Насчет того, что видно сейчас плохо и солнце било, я вообще ничего практически не видел. То есть кафель, который вы видели хоть чуть-чуть, глаз воспринимать не мог. Почему? Потому что солнце отражалось. И хорошо, что смартфон отслеживаться, отражаться на сенсоре с этой оптикой. Насчет оптики Leica, кстати, я разобрался. Мало того, что Xiaomi 13T, которые упорно продавались и были распроданы, они начали пытаться продавать миллиона вместо акции. Их запаса не было во время 24-го. 24-го еще был, 25-го уже кончился. Поэтому они по полному этапу пытались их продать. И следующий момент по поводу распродажи. Там был Xiaomi 13T без Leica. Там получается еще и линзы других. То есть лучше это дело не покупать, при том, что есть люди, которые, я не знаю, где успели купить без, получается, Leica смартфоны, так как они появились только на Black Friday. В общем, где-то они купили, как-то они протестировали, они говорят, что плохо работает GPS, но это нормально для МТК. Я еще раз повторяю, что на Dimensity процессорах GPS работает хуже. И второй немаловажный момент, надеюсь, вы хоть что-то от меня слышите, это то, что хуже ловит связь. Но это тоже неудивительно, если бы они покупали Global, то там бы были все бенды. Я не уверен, что в версии без Leica есть все бенды, может быть там какие-то другие, потому что они для других регионов в общем смысле. Да, все правильно, 4К 60 FPS, фронтальный модуль. Сейчас я приостановился. Ехать буду долго и мучительно, потому что начинается сезон. Здесь везде пробки, разумеется. Но на байке кое-как куда-то можно доехать. Необходимо руку, к сожалению, вытягивать довольно сильно, чтобы более-менее получалось снимать. И пересвета позади меня, это, конечно, ненормальная тема, не на всех смартах так любят. То есть вот сейчас я смотрю, что совсем ему плохо, так плохо ему быть не должно. А ему именно так плохо. В принципе, для того, чтобы понять, как это дело снимать, вам достаточно. Понятно, что я сейчас еду при 30 км в час, но особо быстрее это я ехать и не буду. Я не думаю, что кто-то будет себя на 120 километрах на байке снимать с одной руки левой. Хотя, возможно, кто-то и будет. Но для этого есть GoPro и микрофоны. Потому что, опять же, на 120 микрофоны особо не отработают хорошо. Немного примера видео в закате. 4К 60 FPS. Фронталка. Солнце бьет мне в лицо, но не сильно. И вот так. Если вы будете стараться снимать на одну руку, вы будете снимать себя.
Ну что, HDR 4К 30 FPS это максимум. В HDR нельзя снимать 4К 60 FPS, притом очень часто, когда ты пытаешься снимать в 4К 30 FPS, он тоже слетает. И HDR 4К 30 FPS. И 4К 60 FPS такая же тема. Национальные танцы. 4К 60 FPS, немного ночной съемки. Минуса нет, автофокуса на сверхширике шим не радует. В китайской версии для нас, конечно же, являются минусами отсутствие бендов и русского языка, но перепрошивкой все это лечится. Только бенды не добавляются, напоминаю. Нет ультразвукового сканера отпечатков пальцев, он работает реально плохо. Стерео неполноценное, рано или поздно они сделают симметричные динамики, это будет им дорого стоить, но они смогут. Блок камер имеет дополнительный выступ, который выглядит неаккуратно, и вполне возможно туда будет со временем забиваться много грязи, будет сложно чистить. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Напоминаю, что идет Черная пятница у всех, так что если вам интересно, успевайте покупать по выгодным предложениям, в интернете их навалом. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Взаимопомощи, там вам посоветуют, что приобрести, и мой личный телеграм-канал, где вы сможете общаться со мной в режиме 24/7. Я не буду акцентировать внимание на то, что телевик здесь начинает отрабатывать не X3.2, а X2.6. Я повторяю, что я не буду какие-то моменты освещать, которые меня сильно особо не бесят, включая рамки у Xiaomi, потому что вы видели в обзоре сравнение рамок с iPhone 15. У меня нет сейчас iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro Max это другая модель, у меня она на руках, но опять же сравнивать ее с ней нет смысла. Разумеется, все врут, everybody lies, как и Xiaomi, так и яблочники, потому что я сижу на яблоке, у них оболочка не идеальная, все равно она подглючивает, подвисает. Первый месяц, как у всех, вообще погибает смартфон и разъезжается и греется. Но автофокус у него лучше. Так что мы запомнили, да, что есть подводные камни, с которыми я согласен с другими людьми, есть подводные камни, с которыми я не согласен. И у меня есть пруфы, что это не массовая проблема, допустим, тоже запотевание, особенно когда ты не показываешь модуль. Первое. Скорее всего, 14 Pro на глобалке не появится. Появится только 14. Но мы посмотрим, еще не факт. Как только он появится на глобалке, здесь исчезнет возможность записывать разговоры без уведомления собеседника, но появится 7 и 20 бенд для 4G. И для многих это критично, и это классно, когда это появится. Но ценник будет космос, потому что даже на Xiaomi 13 глобалки выгодных ценников не было и нет. То есть, если брать Realme GT 5, допустим, или Realme GT 3, пятых вроде еще нет в глобале, GT3 уже есть, у них ценник как был космос относительный, так и остался, но он просел. У Xiaomi 13 глобалка не просела. Следующий момент по поводу русского языка. Я в своей личной телеге дам контакт человека проверенного, который работает на одного из самых, наверное, популярных поставщиков всея блогерства России, и он перепрошивает любые смартфоны на глобалку, хотите обращайтесь, хотите нет. В плане того, что дистанционно разблокировать загрузчик и накатить русский язык может много кто, мне это лично не надо. То есть я английский знаю, английский здесь есть в стоке. Если говорить про защиту от влаги, смотрите, я его топил, он у меня выжил. Не выжил у меня, получается, iPhone 14 Pro, не выжил у меня Flip 5 от Samsung, Z-ка. У меня тесты максимально топорные. Что говорят мои тесты? Снимает эта камера отлично, хорошо, но не лучше, чем iPhone 15. Вот хоть как. Если говорить про телевик, классно, в яблоках, в самых дешевых его нет. Фронталка хорошо, суперской ее не назвать. Яркость экрана супер. Почему? Потому что 780 люксов даже при 60 FPS в играх держать это классно. Повторяюсь, что топорный у меня тест с PUBG самый стандартный. Внутриигровой у них счетчик FPS. Показывает он 62 FPS, что на этом, что на iQOO 12 Pro. Возможно, они все это дело допилят, я потом посмотрю, потому что я все равно в глобалке его буду покупать еще. И если все изменится, то это мы об этом узнаем. Хотя принудительно здесь 120 Гц стоит, смартфон вывозит, очень быстро не перегревается, автономность у него отличная, GPS ловит моментально. И в целом, я понимаю, что они допилили, я не совсем понимаю, зачем так рано. Тех, кто купит это устройство, я понимаю, с Xiaomi 13 переходить однозначно смысла нет. Вчера был как раз у своего перекупа, которому я отдаю свои телефоны, и там был один из покупателей, который пытался поменять Xiaomi 12 Pro на, получается, 13. Я его кое-как отговорил. Почему? Потому что нет смысла переходить на линейку не через одну, которая слишком
на данный момент уже старая. Смешно, но Xiaomi 13 уже старая. Да, понятно, вы можете сказать, она стоит 50, это 60 с копейками, разница мелкая, но это вы так думаете. Если вы купили Xiaomi 13, человек, который, допустим, со старым смартфоном ходит, это реально огромный шаг вперед. Надеюсь, идея вам ясна, смартфон классный, свои любимцы, умельцы точно его приобретут. Надеюсь, курс будет адекватный для того, чтобы его приобретать. Надеюсь, что глобалка появится скоро, и я смогу ее протестировать, потому что все эти мелкие болячки, что вы видели в самом начале у тех, кому привозили серовозы, либо кто каким-то образом, я не знаю, зачем пытался на бедных Xiaomi, которые постоянно все время глючные, как и я раньше делал, побыстрее сделать обзор, понятно, для просмотров, они получили максимально сырое устройство. Вот сейчас эта штука по процессору нереально стабильна, посмотрите тротлинг тест. Да, 3D Mark он как-то проседает, но не так люто, как у остальных. Ничего у него не потеет никак и нигде. И снимает он хорошо. Опять же, мне даже прилетало уже 3 раза обновление, и я думаю, обновлений будет еще много, потому что как я 13 советовал, так я и это дело буду советовать, как только он чуть-чуть станет дешевле. Хотя, опять же, если брать 13 в китайской версии за 40 с копейками или этот за 60 с копейками, разумеется, я посоветую 13 брать. Но если осознанный переход с старого поколения на новое, подождать чуть-чуть, чтобы этот просел до 5 с лишним сотен долларов и брать его совершенно свободно, когда появится возможность. После 13-го никаких разочарований нет. Да, какие-то перфекционистские темы из разряда там, не знаю, Type-C-шник на одном уровне расположен, а слот под сим-карты на другом, ну, можно из пальца высасывать. Могу специально также в морозилку засунуть и показать, как камера запотевает для хайпа. Даже, получается, через направленный микрофон конденсат не попадает. Девайсу, повторяюсь, как таковому да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.